Всем привет! Я когда села записывать это видео, я поняла, что я, оказывается, весьма косноязычна. Потому что я не могу превратить свои мысли в слова. И у меня такое ощущение, что в этом видео будет много пауз. Это, конечно, не АСМР-ролик, как вы смогли заметить. Я достаточно долго молчала. Вообще не представляете, насколько сейчас вообще сложно говорить, но я понимаю, что молчать — это, наверное, сейчас будет не самый лучший вариант. Но, во-первых, есть возможность, что мы так и не услышимся в силу разных причин. Поэтому мне кажется, что есть смысл немножко, как говорится, пообщаться. По статистике, моя аудитория — это больше половины, конечно же, людей из России. И, наверное, в первую очередь хотелось бы обратиться именно к вам. Я долго думала, очень долго, все эти дни. Сначала, конечно, я вообще первые дни ни о чем не думала. В общем, я не хочу вдаваться в лирику. Я хочу сказать, что я долго думала, о чем сказать. И знаете, мне пришло в голову две мысли. Я считаю, что они будут полезны всем нам. Подумать вот о чем. Насколько мне известно, я могу ошибаться, но насколько я понимаю, находясь здесь, в Украине, что 24 числа ранним утром Россия пришла спасать то ли Донбасс, то ли вообще всех нас тут. В общем, нам пришли помочь на самом деле. То есть я так понимаю, что посыл российской стороны в том, что к нам пришли на помощь. Знаете, может, это и так. Допустим. Может, я что-то не понимаю, это действительно так. Но знаете, есть одна фраза. По плодам их узнаете их. Я считаю, замечательная фраза. Очень точная, очень мудрая. И знаете, я, когда ощутила на себе все прелести спасения Донбасса, русскоговорящего населения, наверное, меня тоже хотели спасти, я же на русском говорю. И когда я вот увидела все эти всю эту помощь, я даже не знаю, как вас отблагодарить.
Я могу показать вам тут пару изображений помощи России Украине. А особенно Харькову, русскоязычному Харькову, там, где, я не знаю, наверное, 90% разговаривают на русском языке, но вы ему очень помогли. Там уже нет ни нацистов, там нет ничего. Еще очень здорово помогли Чернигову, всей Киевской области. И Киеву тоже очень помогли. Я не знаю, как расценивать этот подарок и как воспринимать такую защиту Донбасса, русскоязычного населения. Как я не хочу вдаваться сейчас в исторические экскурсы, как и что, к чему. Я просто предлагаю тем, кто очень рад, что пришло возмездие за Донбасс, посмотреть, ну, если у вас есть боюсь оскорбить, честно, боюсь обидеть, но если у вас еще есть вообще какая-то способность мыслить, ну, попытайтесь посмотреть на ситуацию и с другой стороны, может быть, вам что-то станет понятно. Вы знаете, вот у вас есть какие-то источники, вы черпаете из них информацию, вы этому верите, вы это поддерживаете. Но мне кажется, что любой источник может быть не совсем объективным или совсем не объективным. И если вы черпаете информацию из российского телевидения, я бы задала тогда вопрос. Если вы безоговорочно верите в ту ситуацию, которую они сейчас описывают, разве они никогда вас не обманывали раньше? Не обещали на предвыборных каких-то там кампаниях какие-то такие обещания, которые уже на 5-м или 10-м сроке, извините, я не знаю, сколько у вас там президент. Разве не было такого, что они когда-то вас немножечко водили вокруг пальца, обманывали? Думаю, было. И думаю, не один раз. Почему вы верите тогда им сейчас? Так безоговорочно, что готовы идти, посылать свою армию погибать на территории чужой страны. Непонятно зачем и непонятно за что. За эти 10 дней
видела столько ужаса. Я даже представить такого не могла. Вы вообще, наверное, не очень представляете, что происходит. Уже никогда ничего не будет так, как прежде. Ни у вас, ни у нас. Я не знаю, что и как будет дальше. В моей жизни, в ваших жизнях. Но это какое-то просто сумасшествие, которое большинство россиян почему-то поддерживает. Я хочу еще сказать напоследок, знаете, наверное, есть в каждом государстве стратегически важные объекты, там какие-то атомные станции, какие-то, я не знаю, там большие госпитали, там что-то еще. И зачастую они охраняются просто в мирной жизни, то есть есть какие-то стратегические объекты, аэропорты, там все это охраняется. Я не имею в виду военное время, просто вот любое государство, и вот в нем есть такое понятие, что что-то важное всегда под охраной. И я хочу каждому из нас, и вам, и нам всем пожелать охранять в своем деле самое важное. Это, как мне кажется, такие два стратегических объекта. Это наш разум и вот то, что внутри. Не знаю, как это назвать, наше сердце или что, наша совесть. То есть очень легко оболванить голову, очень легко быть обманутым. Очень сложно сохранять ясность разума, критическое мышление, анализировать, думать, выходить из своего мирка, из своей коробочки и оглядываться по сторонам. Мы же не стадо, мы не скот. Я не знаю, как вообще, как и что будет, как кто с кем будет общаться, как это все, потому что то, что происходит сейчас в моей стране, в отдельном государстве, никакой там Российской области. Почему кто-то приходит меня от кого-то защищать? Это мой дом, я сама разберусь. Я не просила меня спасать и разрушать мою страну, стирать ее с лица земли. Но сейчас, наверное, найдутся другие причины, почему в Украине российские войска практически в трети или в половине его составов, не знаю. Обязательно найдется у Путина объяснение, он расскажет своим гражданам через телевизор. Берегите все-таки свою голову в прямом переносном смысле. Оглянитесь вокруг. Ну и если подытожить, то я желаю всем нам пытаться сохранять ясность разума, или как это назвать, не знаю, и пытаться понять, что происходит реально. Смотреть по сторонам, ведь с наших молчаливых согласий происходят иногда реально страшные вещи. Напоследок желаю всем нам ясности разума, больше критического мышления, посмотреть, что вокруг, посмотреть, что будет дальше. Потому что после празднества, гулянки, пьянки начинается похмелье. Начинается возврат к реальности, и ты понимаешь ужас происходящего. Может, еще и увидимся.